сейчас из знаменитого семейства спортивно-туристических мотоциклов ZZR от компании Kawasaki продается лишь один флагман ZZR 1400, он же Ninja ZX-14R, хотя ранее это семейство было обширным, и в него входило много моделей, которые мы сегодня и рассмотрим. Впервые спорттуристы Kawasaki ZZR появились в 90-м году, причем сразу в нескольких классах. Начнем с флагмана компании Kawasaki ZZR 1100, он же Kawasaki Ninja ZX-11 для американского рынка, который сразу же получил статус самого быстрого серийно выпускаемого мотоцикла в мире за максимальную скорость около 290 км в час. Он оснащался рядной 1052-кубовой четверкой жидкостного охлаждения, которая выдавала 147 лошадиных сил и 110 Нм крутящего момента. При сниженной массе в 260 кг от 0 до сотни спорттурист разгонялся за 3 с небольшим секунды. Бак вмещает 21 литр. Следующий по рангу Kawasaki ZZR 600, который также мог носить название ZX600 или ZX6 Ninja. Мотоцикл оснащался 599-кубовой четверкой жидкостного охлаждения мощностью 98 лошадиных сил и 63 Нм крутящего момента. При сниженной массе в 216 кг от 0 до сотни спорттурист разгонялся около 4 секунд. Максимальная скорость 250 км в час. Бак вмещает 18 литров топлива. Также в этом году была представлена и весьма популярная модель у новичков Kawasaki ZZR 400, которая официально продавалась только в Японии. Этот мотоцикл был построен на базе ZZR 600 и имел практически такой же двигатель, но меньшего объема, который составлял 399 кубических сантиметров. Силовая установка выдавала 58 лошадиных сил и 36 Нм крутящего момента. Имея почти такой же вес, как у старшей модели, ZZR 400 от 0 до сотни разгонялся за 5 с небольшим секунды. Максимальная скорость 180 км в час. Бак вмещает 16 литров топлива. Не забыли японцы и про самую младшую версию спорттуриста Kawasaki ZZR 250, которая пришла на смену GPZ, он же GPX 250R. В отличие от конкурентов того времени, ZZR 250 стал первым использовать простой и надежный двухцилиндровый двигатель, объем которого составлял 248 кубических сантиметров. Он выдавал 40 лошадиных сил и 23 Нм крутящего момента. Однако из-за изменений экологических требований в 2000 году мощность снизилась до 36 лошадиных сил и 21 Нм крутящего момента. Сниженная масса 160 кг. Разгон до сотни занимает 6 секунд. Максимальная скорость 160 км в час. Бак вмещает 18 литров топлива, а с 2000 года 17 литров. Мотоцикл получился настолько удачным и востребованным, что практически без изменений производился до 2007 года. В 1993 году серьезному рестайлингу подвергается флагман компании. Помимо небольших внешних изменений, Kawasaki ZZR 1100 получает новую раму и переработанный двигатель, у которого теперь новый коленвал и поршни для повышения ресурса, а также другие передаточные числа коробки передач. Мощность осталась прежней. Бак увеличивает свой объем до 24 литров, сниженная масса 269 кг. Практически без изменений ZZR 1100 закончил свой путь на конвейере в 2001 году. В
этом же году выходит второе поколение Kawasaki ZZR 400, которое получает небольшие внешние изменения, появляется система инерционного наддува Ram Air, бак уменьшается до 17 литров. В связи с изменениями требований к максимальной мощности в японском законодательстве, она снижается до 53 лошадиных сил. В таком неизменном виде мотоцикл последний раз сошел с конвейера в 2007 году. Также в 1993 году обновилась и модель ZZR 600. Она тоже получает систему инерционного наддува Ram Air, благодаря которой максимальная мощность выросла до 100 лошадиных сил и 64 Нм крутящего момента. Плюс появилась и новая приборная панель с датчиком уровня топлива. Модель производилась до 2006 года включительно. В 2000 году компания Kawasaki решила побороться за звание самого быстрого серийного мотоцикла и выпустила Kawasaki ZX-12R, который уже потерял второе название ZZR. Для него была специально разработана новая рядная четверка объемом 1199 кубических сантиметров, выдающая 181 лошадиную силу и 137 ньютон-метров крутящего момента. А система инерционного наддува при максимальной своей производительности повышала ее до 190 лошадиных сил. В боевом состоянии ZX-12R весит 243 кг. Разгон от 0 до сотни занимает 2,9 секунды. Максимальная скорость 299 км в час. Бак вмещает 20 литров топлива. В 2002 году на замену устаревшему Kawasaki ZZR 1100 была выпущена модель ZZR 1200, которая имела уже более современный внешний вид и новый двигатель объемом 1164 кубических сантиметра. Он выдавал 155 лошадиных сил и 125 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 271 кг флагманский спорт-турист от 0 до сотни разгонялся за 3 секунды. Максимальная заявленная скорость 270 км в час. Бак вмещает 23 литра. Мотоцикл был снят с производства в 2005 году. В этом же году небольшому рестайлингу подвергается и Kawasaki ZX-12R, который получает некоторые изменения во внешнем виде. Топливный бак уменьшается до 19 литров, а мощность снижается до 178 лошадиных сил. 2006 год стал последним годом производства модели. В 2006 году на смену ZX-12R был представлен новый флагман компании, настоящий гипербайк Kawasaki ZX-14R, который также возвращает второе название ZZR 1400. И эта модель отбирает пальму первенства у Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa и становится самым быстрым серийным мотоциклом в мире. ZZR 1400 получил огромный по мотоциклетным меркам 1352-кубовый двигатель, который выдает 190 лошадиных сил и 154 ньютон-метра крутящего момента. При сниженной массе в 252 кг до сотни байк разгоняется за 2,8 секунды, максимальная скорость свыше 300 км в час. Средний заявленный расход топлива 7,2 литра на 100 км, бак вмещает 23 литра.
В этом же году для американского рынка было представлено третье поколение ZZR 600, которое на деле оказалось спортбайком Kawasaki Ninja ZX6R 2002 модельного года с наклейкой ZZR на пластике. Здесь рядная 599-кубовая четверка выдавала 111 лошадиных сил и 65 ньютон-метров крутящего момента. Разгон от 0 до сотни занимает 3,5 секунды, максимальная скорость 250 км в час. Бак вмещает 18 литров топлива. Модель производилась до 2008 года. Чтобы закрепить свое лидерство, компания увеличивает объем двигателя до 1441 кубического сантиметра, тем самым повышая мощность до 200 лошадиных сил и 162 ньютон-метров крутящего момента. А с максимальной производительностью инерционного наддува она возрастает до 210 лошадиных сил. Без существенных изменений мотоцикл продается и сегодня, но только на рынке США и под названием ZX14R, где за него просят минимум $16 600.